Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню. Спасибо, что заглянули ко мне сегодня. Друзья, я вам сегодня предлагаю сделать корзиночки с творожком и с изюмом. Я этот рецепт уже делала и экспериментировала, как обычно, проверяла его на своей семье. У нас были дети в гостях, они у нас очень переборчивые, кто-то у нас вегетарианцы, кто-то у нас не ест то, кто-то не ест все. Короче говоря, после обеда я подавала десерт, к нашему мужу делал кофе, чай и так далее. И, значит, у нас был обыкновенный десерт и эти корзиночки. И я, знаете, так аккуратненько им сказала: ребята, это особый рецепт, он полезный, он без сахара, то есть, может быть, он вам не понравится. Давайте порежем их пополам, скушайте половинку. Если не понравится, ну, отдадите Феликсу, да. А если понравится, съедите сколько угодно, доедайте все. Ну и, короче говоря, все так осторожно взяли, аккуратненько так укусили, и, к удивлению, они попросили еще и еще. И, короче говоря, все эти корзиночки были съедены в этот самый день. Так что я не боюсь их вам представить сегодня. Давайте приготовим этот великолепный, простой и очень полезный, вкусный рецепт. Ну что, идемте готовить. Для того, чтобы приготовить наши вкусные корзиночки, из орудий труда нам понадобится, конечно же, миксер для взбивания, чаша вот такая, где мы с вами будем взбивать как тесто, так и начинку, маленькая чаша, куда мы с вами нальем водичку и будем макать 2 ложки для того, чтобы легче снималось тесто. Вот такая вот форма, она для маффина у нас. Силиконовая, самая обыкновенная. 2 ложечки, как я уже сказала, 1 кисточка, чтобы мы смазали формочки подсолнечным маслом, и вот такая вот лопаточка. Это все, что нам сегодня нужно будет для выпечки наших корзиночек. Из ингредиентов я взяла 200 грамм овсяных хлопьев. Видите, они у меня такие цельнозерновые, то есть не быстро растворимые. Пюре из 2 яблок. Это у нас будет вместо сахарозаменителя, да? Мы же сахар не употребляем в наши продукты. 2 белка, 2 столовые ложки семени льна. Это все у нас пойдет в тесто. 2 столовые ложки арахисовой пасты без сахара. И 2 столовые ложки, такие хорошие, ну здесь 100 грамм, муки из семени льна, разрыхлителя чайная ложечка, буквально чуточку соли для баланса вкуса и ванилин, который пойдет у нас в начинку. Сюда же мы возьмем 150 грамм изюма или каких-либо других ягод, 2 желтка, которые мы отделили от наших белков, да, и полкилограмма творожка. У меня он протертый, потому что тайне другое не продается. Вот так вот все у нас выглядит. Ну что, а теперь давайте приступать к приготовлению нашего чудо-блюда. Начинаем готовить наше тесто. Сначала мы высыпаем в форму овсянку. Сюда же мы добавляем семя льна. Все сухие ингредиенты сначала. Они должны. И теперь муку и семя льна. Вот так вот. Затем порошок для печенья, для выпечки. То есть это разрыхлитель у нас. Чуточку буквально соли. Буквально чуть-чуть. Потому что в арахисовой пасте уже у нас есть немножечко, ну, такой соленоватый привкус, что ли. И я возьму почти всю эту арахисовую пасту и буквально чуточку оставлю для нашей начинки. Пусть она тоже у нас будет такая вкусно-творожная, арахисовая. Вот так вот. И сейчас сюда же я отправлю наши белки. И мы с вами начнем все это взбивать. Видите, последовательность такая, какая вам будет угодно. Почему? Потому что
Белки нам не нужны, какой-то там, знаете, консистенции особой. А все это должно просто превратиться сейчас в тесто. Начинаем процесс взбивания. Вот мы немножечко взбили, теперь мы добавим сюда наше яблочное пюре, чтобы тесто было таким, знаете, правильной консистенции. Вот так вот. И еще раз. Посмотрите, какой консистенции получилось наше тесто. Видите, оно такое вот густое, чудесно пахнет. И я попробовала на вкус, оно очень даже сладенькое за счет нашего яблочного пюре. Теперь следующий этап нашего приготовления — это мы будем выкладывать наше тесто в формочку, то есть отставляем тесто сюда, ставим, кладем сюда на стол нашу формочку для выпекания. Конечно же, предварительно нужно все это смазать маслом, для того, чтобы у нас ничего не пригорало. Буквально по пару капелек в каждое гнездышко наливаем маслечко. Вот так вот. Теперь все это будем покрывать кисточкой. Все, готово. Я уже налила немножечко водички в вторую мисочку, взяла вторую ложку. И теперь мы будем с вами выкладывать тесто в каждое гнездышко с помощью вот этой самой ложечки, которая у нас мокрая. Мы потом это все разровняем и сделаем как бы дно для наших корзиночек. Все очень легко, тесто прекрасно соскальзывает. Как раз у нас его достаточно для всего количества формочек. Если останется немножко больше, мы какую-нибудь обязательно доложим, правильно? И вот последняя у нас формочка. Так вот. Все у нас чудесно поместилось, и как раз получилось ровно столько, сколько нам нужно. Теперь я разверну эту форму маффинов, и мы с вами будем формировать наши корзиночки. Берем ложечку и распределяем наше тесто вот так вот, видите, по бортикам и на дно. Все это очень просто. Когда ложка у нас мокрая, великолепно все у нас формируется. Так, делаем вторую. Так вот. И так мы продолжаем этот процесс абсолютно со всеми нашими будущими корзиночками. Вот такие у нас с вами получились формочки для наших будущих корзиночек. Теперь мы их отставляем в сторону буквально на 5 минут, до тех пор, пока мы с вами будем готовить наш творожный крем. Теперь в чашу мы добавляем все оставшиеся ингредиенты. Это наш творог, яйца, не яйца, а 2 желтка. Белок у нас пошел в тесто, помните, да? Теперь изюм или какие-либо другие ягоды у вас есть, которые придадут сладость нашему вкусненькому десерту. И остаток арахисовой пасты. У меня получилось, ну вот, 1 столовая ложка. Так что 1 пошла у нас в тесто, а 2 пошла сюда. И, конечно же, я отправляю наш ванилин, который даст чудесный запах
нашим корзиночкам. До того, как я приступлю к нашей начинке, я уже должна включить духовку. То есть 180 градусов включайте, пусть она разогревается. И мы начинаем делать нашу творожную прелесть. Взбиваем, будем шуметь. Наша начинка приобрела такой приятно кремовый цвет за счет арахисовой пасты. И видите, она относительно такая жидковатая. Но она такой и должна быть. Ну и теперь самое интересное. Мы будем накладывать эту вкусную начинку полезную в наши корзиночки. Я взяла обыкновенную ложечку. И теперь будем класть в каждую корзиночку нашу начинку. Пахнет у нас очень уже вкусно, потому как ванилин, арахисовая паста, вот эти вот изюм, все это дает такую прекрасную атмосферу нашей кухни и настроения. Так, еще добавим. Так поступаем с каждой корзиночкой. Если у вас где-то меньше получилось, просто-напросто докладывайте по чуть-чуть остаток нашей творожной начинки. Друзья, смотрите, как уже все аппетитно выглядит. Теперь мы наши корзиночки отправляем в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 20-30 минут. Смотрите, опять же, по тому, как реагирует ваша духовка. Чтобы наши корзиночки подрумянились, тесто немножко подошло, вы будете уже видеть и понимать, когда у вас в кухне возникнет совершенно потрясающий запах, то вы поймете, что все готово. Ну а результат я вам покажу незамедлительно. Смотрите, мои хорошие, что у нас с вами получилось за эти самые 30 минут. У меня их получилось 13 штук, не знаю почему, у меня всегда все получается 13, потому что, наверное, это у меня любимое число. Пахнет у нас просто неимоверно. И, знаете, вот такой запах у нас вот этой арахисовой пасты, я не знаю, всего вместе, вот, я не знаю, ну настолько приятно, настолько вкусно, ванилин, этот творожок, какой-то, знаете, запах таких из детства, может быть, ватрушек, ну просто, вот честное слово, положа руку на сердце, очень удачный рецепт. Как видите, я уже одну скушала вместе со своим мужем, мы поделили пополам, просто попробовать. Они хрустят и очень-очень такие рассыпчатые, вот этот творожок с изюмом, ну просто чудесно. Друзья, эти корзиночки можно кушать на стадии похудения, снижения веса, фиксирования веса и так далее. Для тех, кто болен диабетом, тоже можно этот рецепт кушать и печь на здоровье. Если кто-то скажет, что при диабете нельзя изюм, то поверьте мне, ту горсть изюма, которую мы положили с вами в творожок, если вам попадется 2 штучки изюминки, да, на один этот маффин или корзиночку, то с вами совершенно ничего не случится, никакого инсулинового кризиса с вами не произойдет, не дай бог, да, чтобы что-то у вас когда-то бывало. Так что пробуйте, потихонечку пеките, давайте эту прелесть своим домочадцам, своим деткам и наслаждайтесь жизнью. Но помните о том, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, мои хорошие, что были со мной. Спасибо, что вас становится у меня все больше и больше. И оставляйте свои комментарии. И, конечно же, будьте мне все здоровы, счастливы, стройны и веселы. И до новых встреч. А с вами была сегодня любящая вас Виктория. Пока!